Здравствуйте! Сегодня я снова в Пиоре и покажу вам дом, который отфлипили ребята, причем очень за короткие сроки, насколько я знаю, но уж сейчас у них уточню. Они сами нашли этот дом, сами его купили и находятся на последней стадии ремонта. Поэтому очень интересно мне и самой узнать много деталей, потому что познакомились мы только сегодня, имеется в виду лично, до этого разговаривали только по телефону. Так представляю вам Евгения и Виталия. Расскажите, ребят, как вы нашли этот дом, почему дом в Пиоре и как это происходило, как вы его выбрали? Смотрели на Zillow, анализировали рынок, где какие продажи, спрашивали какую-то информацию в чата GPT. Ну и познакомились с Романом, в предыдущих сериях я видел его. И все, выбрали дом, созвонились с вами. Макс показал мне один дом. Посмотрели у вас один дом, потом посмотрели от другого агента два дома, и на третий дом мы вышли на этот. Посмотрели этот дом, он продавался от банка. Сделали предложение агенту на $13 000. Когда дом стоял 17, он, естественно, отклонил наши предложения и согласились на 16. Но в итоге дом получился 21 000. Это риэлтора процент, потому что он продавался от банка, банк не покрывает риэлтору эти все комиссии и так далее. Я заплатил все комиссии риэлтору, заплатил тайтл компании, и в итоге получилось 21 тысяча. И все. Как долго оформлялся дом? Потому что мы с вами общались в конце июля, там, в 20-х числах июля по телефону, а сейчас дом почти готов. Сколько он у вас, сколько заняло оформление? Оформление вышло все около месяца. Оформление было очень долго, потому что нужно было все, скажем так, справочки, не справочки подтянуть. Поскольку, когда я покупал, я думал, что в Америке все просто. Взял кэш, дал деньги, дом твой. Но как оказалось, оно работает немножко не так. В бюрократии много документов нужно подписать, отправить и всякое такое. А какие документы пришлось подписывать, отправлять, расскажите? Пришлось долго начислять деньги на карту, потому что я не мог сразу прийти и... Вы планировали заплатить кэшем в прямом смысле? В прямом смысле. Выложить сумму на стол? Естественно, да. Это условное название. Привычки с Украины. Да. И вот так. Вы заплатили в итоге банковским переводом? Да, все онлайн сделали. Мы живем в Калифорнии, купили дом в Иллинойсе, это... Большая разница и большое расстояние. 27 часов без перерыва ехали сюда. Да, ну вот так как-то. И оформлялся он больше месяца где-то. И банк долго ждали, поскольку он был конфискован, эти все документы как-то долго там они собирали и так дальше. То есть очень долго происходил весь процесс, но может от риэлтора все зависело, я не знаю. Нет, обычно это стандартная процедура. Месяц в некоторых случаях, когда дом уже по каким-то причинам там был проверен или у него собраны документы, это быстрее, но в целом нет. Месяц это довольно традиционное для Америки, да, не могу сказать, что это слишком. Ну опять же, я рассчитывал, что это будет 2-3 дня, не больше. 3 дня пришел, купил, дал кэш, поехал домой. Нет. Если у вас есть кэш, это не все решает. Главное все документы. То есть название покупка кэшем не означает, что ты пришел и поменял дом на деньги. Да. Это условное обозначение процедуры, при которой ты не пользуешься никакими кредитами, а платишь своими деньгами. Это в Америке называется покупкой за кэш. Так, маленькое разъяснение. Но теперь у меня возникает следующий вопрос. Если вы купили дом в конце июля и оформляли его около месяца, то есть, видимо, получили право собственности в конце августа, то вы какие-то рекордсмены по флиппингу, потому что сейчас у нас 13 сентября, а дом готов, что ребята составляют уже конкуренцию нам. За сколько вы сделали этот ремонт? Сейчас 13-й день. Рабочий. Вот так вот, друзья, которые пишут мне, что ремонт за месяц невозможен, эти ребята превзошли все ожидания
и сделали его фактически за 2 недели. С выходными. То есть неделя, выходной. И это не 12 часов рабочих. Мы вставали в 8, работали 6-7, ну иногда там до 8, да. То есть это не было ночные работы. Да, это... Вы герои. Ну расскажите тогда немножко про ваш бэкграунд. Делали ли вы ремонты ранее? Да? И какой у вас опыт в этом? Это ваш первый ремонт или нет? Чтобы быть совсем честным. Да. То есть ремонт, скажем так, флиппинга, это первый ремонт, прям дом. Первый флип. Да, первый флип с нуля все. Но до этого мы делали, например, мы приехали, мы делали хендименство, это очень помогло, мы узнали все нюансы, что как делается. И здесь мы, скажем так, не старались халтурить, мы делали все по привычке хорошо. То есть мы там, где щели замазывали, все хорошо делали. То есть это как бы быстро, но и качество присутствует тоже. Вот. А где вы хэндименили? В Иллинойсе или у себя в Калифорнии? В Калифорнии. А насколько отличаются тогда, скажем так, да, ремонтные работы, ну, на уровне, да, хэндименства? Можете ли вы сравнить, насколько... Именно Калифорния и Иллинойс, вообще да? нет. Америка, мне кажется, один стиль. Бейсмент, только Да. бейсмент. Да, подвалы. в там- Иллинойсе там- есть там подвалы, нет, а в Калифорнии... Там есть подвал, он такой. То есть, чтобы залезть поменять трубы, ты должен, не знаю, что, похудать, как мы его сделали, а потом уже лезть. Потому что да. Ну мы, да, здесь тоже есть. И вот так вот, но опыта большого в строительстве не было, мы просто самоучки очень быстро учимся, это большой плюс. Главное желание и Мы напорство. чувак научились ремонтировать. Ну как, научились. Спалили одну плату за $300. Да, Ну, да. это Ну, успех в том, что мы уже научились Да, его даже, делать. скажем так, мы спалили одну, но сэкономили. Ну да, $6000 Да, сэкономили, сэкономили. потому что Да. если новый ставить, это фирма, если будет ставить, это где-то 6000, 6-5. Да. Ну Мы что, позвонили. приглашаем ребят на работу к нам? Вопрос к Максиму. Отлично. А расскажите, кстати, пожалуйста, по поводу отопления. Все-таки в Калифорнии оно другое. Да. Вот. Да. То есть есть все-таки отличия, например, ну, для тех, кто меня спрашивают, да, сейчас, например, люди из Флориды, про отличия, да, какие столкнутся те же флипперы, кто работал там. Ну это не Отопление. сложно. Но вы освоили Это не сложно, потому что труба есть труба, греющий элемент есть греющий, а то, что охладит, скажем так, кондиционер есть кондиционер. Тут нету ничего. Прям, Ничего чтобы- сверхразума. Да. Ладно, давайте признаемся, что все-таки украинские работники, это правда, мы тоже признаем. Настольные действительно, ребята. Нет, действительно очень хорошо работают, это мы на собственном опыте знаем по сравнению. Ну, нет, естественно, есть и другие хорошие, но просто, если, скажем так, массово, это правда так. Да. Вот ничего не Спасибо. Да. Правда, это уже из личного У опыта. каждого свое качество, У скажем вас так. хорошая Вот, да. подготовка и руки. Да. Окей. А скажите тогда, пожалуйста, готовы ли вы назвать сумму, которую вы потратили на данный момент в ремонт? В покупку мы вложили, скажем так, 21. На данном этапе у нас уже заключающий этап, то есть нам остались купить материалы где-то на $200-300, скажем так. На 350 рак, мойка и краска для улицы. Одно ведро, чтобы покрыть еще Гараж. одним слоем. Да. Да. Гараж Да. и перед. И на данном этапе мы потратили где-то 10 500, 11 тысяч. Мгм. Приблизительно. Я полностью все не посчитывал, но если вам будет интересно, я вам могу. Ну, в общем, ваши данные совпадают с данными Романа. Естественно, вы не учитываете стоимость своих затрат да, только в ремонт, потому что ребята это делали сами. То есть вы говорите про материалы. Да. И, соответственно, стоимость материалов составила. Дом стандартный, трехспальный, даже мы покажем, есть дополнительные помещения, то есть фактически он, наверное, там 4-спальный может считаться. Есть гараж, правильно? Да. И ребята сделали фасадные работы тоже, то есть покрасили этот дом, тоже покажем, как он выглядел до и после. И в эту сумму включены вот всякие дополнительные предметы, которые у вас сейчас есть, то есть это там новая Все, что вы плита. видите, да. То есть Да. уже в это вошло и эти, и новая Апплайенсы. кухня, и, да, и апплайенсы. Апплайенсы, кухня, кабинеты. А где покупали Двери. материалы? Теперь вы расскажите, как вы. У нас есть скидка в Home Depot. У нас есть ProReverse, может кто знает, там, Pro аккаунт. И он давал нам хорошие скидки. Иногда мы 15% получали, иногда 10%. Ну, то есть мы постоянно юзали, скажем так, Home Depot.
но очень много материала тоже купили в Минарте, что для нас было новое. Нам открыл это Роман, сказал, что здесь новый магазин есть. Мы поехали туда, там действительно все очень дешево, но качество материала намного ниже. Но ламинат мы купили весь там, потому что он нам понравился, скажем так, по качеству, да, ну плюс-минус. И он был очень-очень дешевый. Сколько он? Ну сколько стоит? 89. Метр, если можно, давайте переведем. Метр, я не знаю, скорфит 77 копеек. То есть Один это вообще. 0,77 Да. доллара за 1 сквер-фит. Это очень дешево. Даже, не знаю, то есть Вы в два- Home Depot будете отталкиваться от $1.70 и стартовать дальше, да? Но за $1.70 вы его не купите, потому что это будет никакущий материал, скажем так, да? Очень долго... Не то, что он мне не нравится как материал, мне не нравится его устанавливать, потому что это очень много времени занимает. Он дешевый, он ломается, там замки сложные и Кривой. он узкий и кривой, да. Да. За $1.77 никто не будет цеплять. Изучать. Вы заказывали с доставкой или тоже все покупали сами У лично? нас полностью список в голове, скажем так, мы не ездили там, скажем, каждый день в Home Depot, да? Мы поехали, у нас трак, поехали в Home Depot, скупили материал, который нам нужно, там на 2, 3, 4 дня, да? Закупили, приехали, сделали, мы закупляли больше, потому что мы можем вернуть все, что нам не нужно, да, скажем так, что осталось, если остался запас материала, мы можем все вернуть на протяжении 1 года, благодаря этому аккаунту, скажем так. Это такой лайфхак, то есть всегда, когда что-то покупаете всегда немножко больше, потому что лучше потратить время и в конце отдать все, как бы, возврат больше, нежели ездить вообще просто каждые полчаса. За шурупом. Да, один шуруп это 2 часа. Не бывает такое, что вы 5 минут в Home Depot зайти, пойти что-то посмотреть, а там еще забыл, потому что лучше покупать больше, нежели Список меньше. Да. и Ну и в Америке надо отметить, что можно возвращать Это в Home больше, это Depot прям как чудо. те материалы, которые ты не использовал, включая какие-то обрезки. Да, Это 100%. действительно очень полезная штука. Скажите, пожалуйста, где покупали кухню? Также в Минарте или где покупали? Home Depot. Home тоже. Да. И ее тоже. Она очень дешевая. Стоимость. Да, Да, стоимость. То есть 80-140 долларов кабинет. Один. Вот это да. Ну, общее, скажите уж, сколько это вот Общая, вышло то у есть вас. общая кухня. Кухня это самое дорожчее, что может быть в доме, скажем так, что вы покупаете одновременно. Потому что аплайенсы очень дорогие, и их сложно найти, если как, их легко найти. Но всегда нужно делать заказ, чтобы вам доставили и так дальше. Но мы умудрились купить все сразу. Что-то в Home Depot, что-то в Минарте, и так все. Нам сказали даже, что нету, мы заставили, ну, попросили, чтобы нашли, потому что мы видим это, говорю, вот. То есть, если по кабинетам, кабинеты, например, отдельно сколько стоит и столешница, плюс-минус. 1400 нам обошлась столешница и все кабинеты, и плюс аплайенсы $3000, короче. Кухня. И на все остальные это материал. Еще хочу сказать, что у нас много материала было нашего, который мы привезли. Но это как много материала? Это такие расходники были, как калкин, как тейп, Скотч. как Даже лезвие. краски, да, лезвия. То есть все это важно очень. красок было у нас очень много, которых мы покупали здесь самые дешевые, там по $60-80, да, ведро 5 галлон. А миксовали своим цветом, своей хорошей краской, и благодаря этому оно очень ускорило весь процесс, потому что дорогая краска хорошо перекрывает плямы, ну, будь что, а дешевая краска не перекрывает ничего, всегда плямы вылазят. Нужно вверх, да. 3 раза, например, 3 раза красить. Это уже долго ждать, пока сохнет. И немножко похвалить нас. Этот цвет, каждый цвет комнаты, он почти разный, и это наш цвет. То есть мы не покупали, Сами да, миксовали. конкретно. Мы брали черный и красный цвет, миксовали, и когда он нам нравился, тогда мы только начинали красить. Это прям наша такая, как бы, ну, больше Женя мешал, смотрел, нравится, черный, красный, а тут вышел такой цвет, и мы говорим, Нормально. то есть эти, если смотреть, это комнатные серые, больше серые, это светлее, а это уже больше Светло-серые. светлее, да, потому что мы подумали, что нужно заходить в светлую комнату, потом что-то Но новое. оно вы не видите, Да. как бы, ну, Но оно- вы можете посмотреть на линию там, да, и увидеть разницу между цветами.
А если так зайдете, то Это нет. такой как ход наш, чтобы Но приходишь- надо сказать, что действительно, когда входишь в дом, очень такое приятное ощущение современного дома. Хотя дом построен точно так же, как и другие дома. Здесь, наверное, 22-й. начало 20 века. Но ощущение такого современного и чего-то европейского сразу чувствуется. Да, то есть ремонт не чисто американский. Я не знаю, кстати, за счет чего. Возможно, тут двери, фурнитуры, какие-то элементы создают еще. И в том числе ваши, возможно, цвет стены, краски. Будут все новые европейские вентиляторы, весь свет будет весь новый, и оно додаст еще эффекта, скажем так, когда становится все розетки станут белые, и это будет выделяться, скажем так, и вы будете видеть разницу, потому что сейчас очень много серого, и Да, цвет он меняет. А скажите, пожалуйста, потолки, у вас идеально ровные потолки, какие они были? ну, Покажу. Но это плюс этого дома, что они были... они были, скажем так, ну мы их делали, то есть мы ремонтировали. Но Да, попкорна не ремонтировали. было. Нет, Нет. Вы не с этим не здесь был, но мы его не попкорн, а Посадили, да, это как текстура такая была. Мы тоже его ужасно. посадили, Ну, мы да. тоже посадили, То перетянули есть немного. эта, кстати, кухня была очень ужасная. Почему? Потому что было очень много жира. И Женя звонил к своей маме и спрашивал, ну не спрашивал, а как... Да, ну не спрашивал, просто в разговоре он сказал. Да, когда я разговаривал там Это лайфхак для всех. с матерью говорил, да, и говорил, что ну вот красим, но просто ужасный дом, потому что очень много жира, и жир вылазит сквозь краску, да, то есть краска выталкивает жир, и когда высыхает, вы просто видите жирные плямы. И это когда дом у нас был уже покрашен. И какой лайфхак дала... нужно было сразу звонить маме и спрашивать, В начале как ремонта звонить маленький, родителям. мам, что делать? Здесь все жирное, знаете? И она говорит, тогда это когда белили хату, может кто-то знает. Да. Вапном это как бы... Типа красили, Типа но красили, старым да. методом. Добавляли фейри, Моющие. моющие средства. И тогда этот жир не вылазит. Если Такой у вас лайфхак. жир- Если кто, я дам Как номер зовут моей маму? мамы. Я дам номер моей мамы. Скажите, маме, Антонина. Антонина, спасибо вам большое. Возможно, вы дали хорошую подсказку многим флипперам. Да, да. Спасибо, но я тоже слышала про такой метод. Он действительно Мы так и не попробовали. Потому что когда мы все доделали, мы все перемыли, скажем так, тряпкой, водой все вымыли, да, и тогда получилось покрасить идеально все. Потому что жир вылазил просто из ниоткуда, где его не должно быть. То есть в спальной комнате на втором этаже, ну откуда там жир? Он просто вылазил со всех сторон. Ну, давайте скажем, что в Америке действительно распространено то, что здесь нет вытяжек. Да. Вот даже можно посмотреть за Виталием. Да, Ну, у нас вот, вытяжка есть. я понимаю, но в целом, да, то в есть в целом, старых да, это домах это проблема. очень часто. Вот, мойка Да, стоит туалет, около этого, нету вообще. около окна, и все, то есть естественная Да. вентиляция. Да, и тем самым, конечно, наверное, жиром Да. Оно всё накапливается еще больше. Да, то есть сейчас вы молодцы. То есть вы поставили как раз вытяжку, Да, да. сделали. Вот, это замечательно. Хочу сказать про время, которое залаживаете. То есть, как бы мы, Евгений, плюс-минус, мы залаживали одно время, мы должны были сделать скорее, но так как мы любим делать. Еще скорее. Да. То есть реально это рабочий план, просто как бы есть такие моменты, которые то есть мы рассчитывали, что HVAC работает, на него просто пошел плюс день, который стояла вся работа. Есть моменты, которые вы сразу не увидите. То есть всегда на эти моменты добавить каких-то 2 дня плюс, потому что они при идеальных условиях их не будет. Но больше всего они появляются, и это плюс 2 дня додает. Можно их быстро решить, но иногда, например, если бы у нас все-таки не работал до конца HVAC, это нужно было бы заказывать его, деньги, время, и это не сегодня, завтра, это через неделю, то есть вот так. И в начале, когда начинается ремонт, как Женя уже, может, говорил, нужно начинать с воды и с электрики, а потом уже все остальные работы. То есть, если уже есть вода и электрика, то это значит, что все остальное можно зашивать, и не нужно будет там резать, что-то такое. То есть, И это... обязательно включите в воду электрику, еще HVAC. Да. Потому что когда я пришел, у меня был четкий план, скажем так, мы расписали все по трое сюда, то есть все до точки, скажем так, что, зачем, как мы делаем.
Но когда мы приехали сюда, мы сделали все как по плану, да? Но поскольку Калифорния отличается от Иллинойса вот этим обогревателем, мы его выключили вообще из списка. Да, то есть Не знаю, Да, значит, да, мы не знаем, значит его нет, правильно? Стоит что-то, пусть Мы стоит. приехали и поняли, что HVAC, ну, когда сейчас я понимаю, что HVAC это электрику сделали, делайте сразу HVAC. Мгм. То есть нельзя приступать, там, скажем, к другим задачам, потому что запчасти к HVAC долго идут. Если хотите покупать HVAC, долгое время нужно, чтобы заказать его. Если хотите сами установить, как мы хотели, да, сами просто выкинуть старый и поставить новый. Это 2 недели. То есть нужно в Home Depot, любая фирма вам не продаст просто так его, потому что нужен license или аккаунт, ну что-то в этом роде. Ну, Поскольку потому я что это понял. газ, давайте Да, тоже да, да, скажем, это что газ. это газ, и он действительно, по сути, опасен, Да, если конечно. ты не профессионал. Плита ж тоже газ. Да. Но она не такая опасная. Не, ну, Ну, имеется в виду, если- что откуда это берется, что все-таки это же Да, газовый это котел, это 100%. не Если электрический. вы не да. имели с этим дело, с газом, с таким большим работом, и не уверены, что вы можете сделать, Мгм. лучше и не пробовать. Ну, лучше всегда пробовать, но чувствовать эту грань, потому что можете и остаться без дома. Ну, иди себя. Да, но мы как бы профессионально, я шучу. Не, ну Ну, мы пробуем все. Да, мы, то есть нет, Пробуем. мы не остановимся. То есть если оно не работает, наша цель сделать, чтобы знать потом, если такое будет. Вот. Мы заменили все датчики внутри, Да. в То нем. есть вы решили не покупать котел? Вот Да, вы мы его посмотрели, сделаем. мы решили, что не стоит покупать. Сколько стоимость нового котла? Просто тоже никогда так не озвучивали. Вот вы- 6. Около 6 Ну, тысяч. 6 4. это если приедут к вам и его установят. Мгм. Да. Если вы хотите сами его установить, он будет стоить приблизительно на эту площадь, да, будет около 2000. Можно купить за 1100, но он маленький и там коэффициент плохой, скажем так. Не, все равно на коэффициент. Но сама суть в том, что он меньше, и это сложность установки, потому что нужно добавлять какие-то трубы, сменивать. Даже занести вот это по этим входам, я говорю, это нелегко. То есть это может... То есть отремонтировать намного лучше. Но Экономить в чем, 100%. То есть вы заказали детали, Да. которые вам помогут его отремонтировать. мы заменили уже некоторые уже детали. Да, уже заменили. Но сама суть проблемы в том, что если это было бы, скажем так, просто сломался и его просто оставили, мы бы его сделали за минут 30. Это вообще не проблема бы была, HVAC. Но проблема в том, что там кто-то был до нас, и просто все дроты Неправильно. какие-то перекушены, какие-то были подключены, заместо 120 вольт там и шло 24. Просто-напросто сгорела плата после первого подключения. Ну, тогда уже пошел звоночек, что здесь что-то не то. А я до этого времени его даже не разбирал, даже не смотрел, даже не понимал, что, куда, как оно там устроено. Мне просто было интересно ставить плату новую, чтобы оно все просто заработало. Был такой план. Да, был такой план. Зашел в чат GPT, начал рассказывать, начал смотреть схемы, начал искать в интернете. Понял, что схема проводов вообще непонятная, там кто-то просто все напрямую. И когда я делал электричество, я все электричество здесь делал, потому что брейкеров не было. Я делал все брейкеры новые, ну, счетчик полностью новый. И когда включал один рубильник на котел, там 2 рубильника на котел и шли, то есть 2 провода на котел идут. Я включаю один, потом второй, первый убивают. Я не понимал, что, не мог я попутать, скажем там, плюс-минус, больше там проводов нет, правильно, земля. Что я мог попутать? Потом, когда начал разбираться, туда просто было заведено 2 кабеля, которые были противоположны. Один шел к вентилятору, один шел на компьютере. Когда компьютер включал, короче, это сложная система, все было напутано. Если я буду рассказывать, это займет, наверное, час, может, полтора. Как целый день, как Как мы и делаем. решили вопрос? Ну просто все сам начал всю схему заново делать, в интернете нашел схему и начал разбираться с электричеством. Скажем, все кабеля все достали, полностью поставили, в сторону, и снова заново собрали HVAC, только не трогали саму коробку. Грубо говоря, так. Ну как вообще вы подключали электричество в этом доме? Расскажите саму процедуру. То есть у нас был счетчик,
и счетчика провода вниз, в бейсмент. И в бейсменте не было ничего. Да. Это распространенная ситуация, когда Обрезали. здесь обрезаются, да, провода и дом. То есть, но снаружи щиток был в порядке. Вам не Да, пришлось в порядке. его менять. Не, мы его не меняли, но мы его доукомплектовали для того, чтобы у нас не было проблем. Да. Потому что там не было крышки, этой, которой на... Это её был убрали. рэпер. Да, и этот чувак, который пришел подключать газ, он подключает газ и говорит, что так у вас газ работает, почему вы звонили? А я обзвонил просто все... Мы подключили это все за полчаса. То есть все коммуникации от города... Вы имеете в виду, что от города? Да, от города. Позвонили, и Они в течение приехали. получаса Да. вам в На течение дня. второй день они все, кстати, в одно время приехали, плюс-минус, да? Да. Газ, вода, Да. электричество. Электричество не приехало. Да. Но электричество действительно Онлайн. подключается Онлайн, дистанционно. да. Мгм. Но приехал этот чувак, который от газа. Я ему говорю, а электричество когда нам подключат? Вы электричеством занимаетесь? Он говорит, нет газа. Я говорю, ну а скажите, что нам, куда нам звонить? Он приходит к счетчику и говорит, а я сейчас на вас рапорт подам. То есть жалоб. Да, у вас есть, работает электричество, но я сейчас жалобу подам на вас. Мы такие, не надо. А мы Объясни. стоп, типа, что случилось? Он говорит, так у вас нету тут защитной крышки. Я говорю, стоп, чувак. Сейчас Давай будет. сейчас по-новому. Что мне нужно? Он говорит, ну нужно новую крышку. Я опять, ну скажем так, не понимаю. И он просто разворачивается и начинает идти. Я думаю, какую крышку? Что? Подхожу опять к нему. Говорю, что ты хочешь на репорт на меня подавать? Он говорит, типа, ну да, потому что вам нужно. Я говорю, так, стоп, я сейчас закажу, ничего не надо. Я сейчас все сделаю. Он говорит, ну если так, то, ну, типа, все окей. Но к вам, если придет кто-то и увидит, что у вас нету крышки, вам отключат электричество. Вот этот урывок, как избежать рэпа. Это очень что до того, как дадут, избегите всего, если возможно. 100%. Да. И там, получается, снаружи есть старые вот эти счетчики, там ручка, но я не знаю, какие уже есть. Потому что, но если ручка, то нужно звонить, чтобы кто-то пришел, я так понимаю. Но если такие, то вам просто нужно позвонить, и на протяжении где-то, я думаю, получаса оно автоматически подключается. Да, Это ну, очень плюс-минус. Да, плюс-минус, да, перебирает. Виталий нашел весь парк к этому счетчику. Очень сложно было, если честно, Да. найти эту крышку, потому что не сложно, если вы хотите потратить 300-400 баксов. Дорогой. Если хотите сэкономить, то крышку саму сложно найти, потому что они отдельно не продаются и так дальше. Но Виталий нашел полностью счетчик в сборе за $70. Ну, вот Я да. это с Home Depot новый. Вы Да. убрали счетчик и Да. поставили крышку. Но это тоже, Ну, это просто да. пока, чтобы найти вот это то время, которое не знаешь. То есть это, например, прошло где-то 1,5 часа, ничего такого, просто заходишь и официально реально от $100 до $300. Причем размеры не все. Я думаю, почему это железячка? Причем нету просто ковера, а нужно покупать всю и внутреннюю систему. Получается, когда ты покупаешь, ты меняешь. Но не так иногда легко даже найти какие-то детали даже через ChatGPT, потому что нужно процесс, если хочешь сэкономить, нужно дольше потратить времени. Вот это на все так. То есть, если приехали в Home Depot, смотрите какой-то материал, он дороже, нужно искать новый, чтобы другой, чтобы сэкономить на материале. Потому что любая экономия, она приведет в итоге к тому, что ты сэкономишь где-то $1,000–1,500. Это очень важно. Если тратить и покупать все, в итоге у тебя плюс 1,5–2 тысячи может быть. Это нужно все там. А это очень сложно, потому что мы каждый день были в Home Depot, ну, до этого, скажем так, да? Каждый день мы были, но мы никогда не замысливались над тем, чтобы там сэкономить, потому что, ну, всегда клиенты платили, да, или ты покупал материал, но у тебя не было сколько времени, чтобы думать, где сэкономить, где что сделать. А когда ты понимаешь, как устроен этот Home Depot, где что находится, но это все равно заняло больше времени для того, чтобы сэкономить на этом, сэкономить на том, чтобы понять, как на чем можно сэкономить, а на чем не стоит экономить. И вообще, да, если дешевые материалы покупаете, то нужно учитывать то, что дешевые материалы останавливаются дольше, чем качественные. Да. То есть базовая вещь, например, которую можем назвать, чтобы, например, на краске не экономьте, средняя, нормальная, пол тоже не экономьте, вот эти плиты кухни плюс-минус Можно средние, экономить. можно экономить, да, просто вот это цвет. максимально, да.
Скажите про окна. Вы заменили все окна. Мы их не меняли. Вы не меняли. Тогда расскажите, что вы с ними сделали, потому что здесь некоторые окна были разбиты, вы сами так сказали. Не, окна были не разбиты, окна разбиты в гараже, а здесь были окна закрыты этим плайвудом. Повреждены, скажем так, повреждены рамки, вот это все. Мы как бы немножко их обновили, да? Да, просто Сами. обновили, да. Да. Но если нужно менять окна, мы тоже сами стекла. Мы знаем, как они меняются, и то есть мы бы это поменяли. Вот на примере в гараж у нас зараз мы просто купили не окно, а просто стекла. Поскольку стекла менять не так уж тяжело. Даже если это пластиковое окно, и оно двухстороннее, вы можете посмотреть в Ютубе или у меня на ТикТоке, у меня есть как меняем стекла. Да. То есть, чтобы окно поменять... Мы можем это- его распечатать полностью, скажем так, не нужно заказывать за 300 баксов эту. Его можно разрезать, поставить на правильный герметик, склеить, и оно будет точно такое самое Экономия. газовое окно, скажем так, да? Вторая важная составляющая ремонта – это ванная. Да, она у вас, естественно, тоже полностью изменена. Да, Что вы сделали в ванной и какие материалы использовали? Получается, ванна, скажу так, была ужасная. Сейчас просто мы моемся в ней, то есть настолько приятно. Мы любим что-то хорошее. Вот получается там, скажем так, все было немножечко грязно, гипсокартона не было. Мы полностью, что нужно, воду как бы провели, подключили, потом все дырки зашили, которые нам мешали. И начали с того, что мы, получается, вот, как говорили, покрасили плохой краской. То есть это было потому, что мы купили дешевую, и она сохла очень долго, где-то 2 дня. То есть это плохо, а должно быть 1 день, потому были некоторые задержки. Потом мы пошпаклевали немножко, где нужно было, и нашли как бы то самое решение, там панели по кругу поставили. Оно очень красиво сейчас выглядит, но это нужно смотреть. Там видео, все видите, сами видео, вот. И нам Рома подсказал одну, как бы мы знали, но мы хотели сделать подороже, но поняли, что можно сэкономить. То есть купить специальный баллончик, спасибо Роме, специальный баллончик, который как бы лак, да? Да, Краска лак, мы вскрываем полностью ванну, а сами борты от ванны мы покрасили тоже краской. И оно очень красиво, дешево и как бы... Просто обновили ванну, со старой сделали новую. Мы можем сбросить, когда сбросим вам видео, вы слепите там. Мы покажем, как она выглядела дома. То есть унитаз новый полностью, вода полностью подведена, скажем так, новая, раковина тоже будет, и двери, окна не трогали, в принципе, вот так. То есть ванна была относительно быстро, нежели кухня. А насколько сложно было? Вы полностью меняли здесь водопровод, то есть все трубы? Или как это вы, что вы делали с пламбингом? С пламбингом было 80% замен. То есть 20% осталось старых труб, и 80% мы поставили новых. Все трубы были пластиковые, и, скорее всего, когда был мороз, они все полопали. Да, это частая проблема этих домов, которые... И мы сделали просто новые. Насколько легко здесь доступны трубы в доме? Изи. Вот, ну вот это момент только, что есть трубы некоторые, которые реально изи, то есть отрезал, вставил. Это которые я делал, были изи, а которые были... А Женя говорит, там тяжело, Виталий, паузи. Реально я полз, то есть, и еще смешная история, когда перед этим, когда я полз, там так совпало, что мы спали сверху, и я слышу, что-то в ночи происходит, то есть без нашего уведомления что-то там и уходит. Я стою, это перед нами просто 2 апостола, да? Да. Как? Енот. Енот просто один стоит, смотрит, я смотрю, но я не понял, я сплю, а второй по лестнице так поднимается, только голова. И мы потом зашили все дыры, что здесь нужно было. Вот так, мы встретили новых друзей. И вот, там под ванной, я думаю, что ванны все плюс-минус так, очень мало места, и ты должен ползать. Это смотри, то есть перед этим нужно все пролезть и пересмотреть, чтобы не было утечек, потому что когда мы скрутили всю воду, подключили и слышали, что где-то протекает, то есть и потом я снова лез, снова там получается труба чугунная, да, было соединена с пластиком, и нужно было, и оно все перегнило, да. и
Павел, ну это все тяжелая работа дня в Италии. Не, да. Так все упало. Не, и получается, что когда я лез, я просто головой зацепил, и она просто отвалилась. То есть настолько там гнила. Если старый дом, процентов 90 нужно будет менять электрика, вода, ну газ, я думаю, нет, газ это уже, ну как бы трубы резать это нельзя, скажем так, без... Это не наша сфера. Ну, мы бы сделали, если нужно было. Вот, да. Вот и получается, все старые нежелательно выбросить, если есть возможность по деньгам, и новые, потому что вы сэкономите время, если будете по кусочку добавлять. То есть отрезали старые, воду, канализации, поставили новую, и вы уже знаете, что это... Это копейки стоит. Вода, пластики эти все. Да. Долларов 150, и вы в горячую и холодную воду заводите всю новую. Первый день. И лайфхак, мы тоже. Мы просто ребята такие, что общаемся, и там коннект, мы, если нет электрики, если хорошие соседи, плюс-минус, вы чувствуете это. Мы подошли к соседу, попросили, дали ему там пару денежек, сказали, нужна электрика. И у нас сразу же, в тот же день, когда мы приехали, была электрика. Да, потому что когда мы ехали, мы планировали, что подключить генератор, да, чтобы в доме было электричество, потому что у нас весь инструмент на батарейках, а батарейки, ну, садятся, понятно. В смысле, поясните, что значит дали денежку соседу? Просто сосед. Вы подключились к его Да, электрике, да, пока у вас здесь вы еще не позвонили, не подключили. Да, Хотя, да, в общем, да. это тоже быстро Да, делается. да, Но у вас все было обрублено. Да, на самом деле, то есть запустить не проблема, Это действительно. паять нужно. То есть соседи, американские соседи, Да. готовы к сотрудничеству, и Конечно. готовы предоставить. Но действительно, мы тоже этим Да, пользуемся. торгуйтесь, сразу же не хотят много, говорить, что нет, нужно мало. Да, такой, вот, в принципе. Но мы собирали, просто заняло очень много времени то, что мы собирали всю систему. Все провода были отрезаны в нас. Ну, кто-то их украл, понятно. Дом стоял долго и... И причем так, скажем так, по-подлому отрезано, не отрезано, а отрезано так, как будто отрезано и спрятано, что как бы видишь, он как бы идет куда-то, и ты думаешь, куда, не видно. Они как бы специально обрезают, заставляют, и ты думаешь, есть, но нету. И ты всё. просто смотришь, но это Да. легко найти, потому что скобы они не вынимают, ну, скажем так. Не в этом. Тяжело им. Да. И ты по скобам смотришь, здесь когда-то шел провод. И смотришь куда? Смотришь, есть отверстие. Вот в то отверстие залазишь там пальцами, да, находишь провод, вытаскиваешь, коннектишь и все. И вот тебе электричество. Мы подключили 99% всех розеток сейчас работает. Почему 99? Потому что одна розетка, которую мы не делали, это до этого здесь стояла электрическая. И этот провод, ну, тут 20 фит, и он будет стоить где-то $120. А смысл, если мы купили он даже просто не нужен. Да, там И потому, если смотришь это инвесторы, у нас очень хороший идеальный дом. Покупатели. Подтверждаю, но в вашем случае, как мы говорили ранее, скорее всего, этот дом даже больше подойдет, ну, для того, чтобы, скажем так, больше извлечь из него прибыли. Возможно, стоит продавать и конечному покупателю, так как он очень располагает к такому проживанию. Даже здесь редкий случай, ребята установили посудомоечную машину. То есть он действительно очень хорош для, скажем так, постоянного проживания. Ну и мы покажем позже само видео. У вас была небольшая перепланировка, да, насколько я поняла, и то, что вы мне показали. Первое пространство было цельное. Но вы из него нарезали, получается, гостиную и спальню, верно? Да, потому что когда мы вошли, когда я приехал сюда первый раз, я зашел, я просто не понимал, что с этим, куда я попал, ну, или в living-room, или это kitchen area, ну, непонятно, и dining area, ну, непонятно вообще была планировка, да? И сразу как бы картинка в голове сама нарисовалась, что здесь справа нужна комната, это одно должно быть пространство, потому что там арка была маленькая, и не дверь, и не арка, потому что она была очень маленькая, как никуда, как куда-то в подвал входишь. И обговорили все с Виталием по дороге сюда, обдумали, как лучше, как быстрее это сделать. Требовалось ли какое-то согласование или пермит, это частый вопрос, на то, чтобы переделать вот эти пространства внутри? Возможно, требовалось, но мы... Нет, если вы
овнер, скажем так, да, то я знаю, что вы здесь, вам не нужно никакое разрешение на то, чтобы что-то внутри заменить, сменить и так дальше. Но я знаю, что здесь вы не должны лезть к HVAC, по всем пермитам, менять его сами. Может быть проблема. Но вы можете его ремонтировать. Ремонтировать как овнер вам никто нигде ничем не запрещается. Вы можете там, ну не знаю, делать что хотите. Вот это и разница, вы спрашивали, Калифорния и Иллинойс, потому что если в Калифорнии, скажем так, больше всего я работал там на компанию, и если они хотели, они также делали флиппинг, и они просто хотели поднять розетку, они как бы спросили, нужно ли это пермиты, да, то есть чтобы там должны вообще розетки быть на одном расстоянии от пола, то есть ты должен 80%, мне кажется, все спрашивать. Там очень сложно делать без пермитов, без документов и без каких-то больших лайсенсов, construction лайсенсов. Поэтому входить там в Калифорнии, это нужно много, скажем так, опыта, возможно, и денег, я так скажу. То есть стартовать с этой арии это очень даже хорошо. Иллинойс имеет много плюсов. Пермиты минус, вход в этот рынок, в этот бизнес, пробовать. Это то самое, что машину купить. Один в один. И риска никакого с машиной. Я себе расставил все плюсы и минусы. Когда я покупал просто Сантанте, купляю, продаю машины, да? И с машиной ты намного больше рискуешь, купив ее за 10, скажем так, чем купить дом здесь за 20. Это как покупайте у нас курс по флиппингу, уже все. Расскажите, раз вы заговорили про машину, любимая тема, да, которая обсуждается. Какую машину вы приобрели вот для конкретно здесь, вот на чем вы сейчас ездите? Ну, трак Dodge Ram 1500, он долгое уже время, и для хендименства классная машина. Многие любят минивэны, там, чтобы... Да? Просто это... Но вам пикап просто вычеркнет все эти минивэны, и вы просто забудете, что это такое. Когда вы едете, и в тебя 5 литров под жопой, и ты можешь дать газу, и сзади холодильника 3 и сзади 3 холодильника, да, и вся кухня вместе с столешницей, и еще двери. Все, в принципе, И ты все тащишь. А завтра ты мусор вывозишь 5 тонн. Да. А, вы сами будете выводить? Вы не стали заказывать? Конечно, дамстер? мы заказываем прицеп за $20, цепляем его к пикапу, и он тянет немножко больше, чем дамстер. Ну, надо отметить, что дом все-таки был пустой, не захламленный в вашем случае. Вы можете посмотреть, там очень много. Да, мы покажем, но имейте в виду, что все-таки дом был не заваленный личными вещами, тоже будем откровенны, что да, что у вас все-таки был уборка где-то пустой дом. День. Да, даже полтора дня, допустим, это с подвалом. заняла уборка. Сколько стоит ваша машина? Ну, чтобы все-таки было честно. Чтобы было честно, такая машина стоит средняя ценовая политика от 8 до 10 тысяч $. Угу. Сказать, за сколько я ее купил? Ну, если не жалко. 5. Вы на ней приехали из Калифорнии, потому что номера у вас калифорнийские. Это не первый ее долгий трип. Низкий пробег у нее, да, когда купили. И мы ехали уже, тоже вместе пробовали ехать в север, не пробовали ехать, а ехали с Калифорнии в Северную Каролину. Мы пробовали там попробовать тоже этот бизнес, скажем так. Да. Не флиппинг, хендименство. Мы тогда не были заинтересованы в флиппинге, не рассматривали эти еще варианты. Мы просто рассматривали варианты, чтобы купить по дому, потому что у Виталия есть семья, у меня есть семья, да, и там жизнь. Ниже рынок, скажем так, ниже, чем стоимость Калифорнии. Да, конечно. Но и цены на работу тоже ниже, потому что то, что мы предлагали в Калифорнии, люди соглашались. Там мы говорим цену, например, предположим, $50 в час в Калифорнии это окей, а там это просто большие глаза, и за что вообще там $30 это окей. И меньше даже. То есть там как бы на жилье дешевле, на еду дешевле, но и на работу тоже дешевле. То есть как и... Ну и, наверное, в Иллинойсе похожие ценники, если говорить. Нет, кстати, в Иллинойсе что-то кажется. В Иллинойсе мне кажется, что здесь можно зарабатывать
плюс-минус как в Калифорнии, или может даже чуть больше. Хотя, сразу вот расскажу, это реальная история сегодняшнего утра. Срочно понадобился сантехник в городе Декатур. И он искал сегодня воскресенье $750 за подключение трубы к счетчику. Вот. Так что, да, Да, Иллинойс тоже да. может быть очень дорогим. Да, с точки зрения и чувак, чтобы просто приехали посмотреть, $130. Это без ничего, просто посмотреть, что с ним. Просто. Я поехал, Согласна. конечно, хендименство, оно такая штука, которая, хочется попробовать везде ее. Это интересный бизнес, это не об этом видео, скажем так. И когда я приехал сюда, я включил свои приложения, через которые я работал, свои рекламы, скажем так. И мне пришел один заказ, и я выключил все, да. Я просто хотел пообщаться с людьми и узнать, что, как, куда, к чему. Я поехал дать estimate, кто знает, оценочную вартость, да? Вартость. Стоимость, да. Приехал, я дал им цену $600. Это умовно говоря, за час 30 работы. Для Калифорнии это очень такой ценник. Но когда люди здесь согласились, сказали, окей, делай, я был в шоке. Я просто, меня отняло, скажем так, дар речи. Потому что я понимаю, что в Калифорнии это такой ценник не для всех, скажем так. А когда ты сказал, где дома по 20-30 тысяч, такой ценник и... Да, это тот случай, когда, например, это не тот случай, но когда приезжаешь в Калифорнию, плохой клиент, не нравится тебе, ты даешь такую цену, чтобы отказался он, но он соглашается, ты говоришь, за эти деньги можно поработать. Потерпеть. Да, потерпеть. Такой Вот такое, да. раз мы пришли к теме вот этих регионов, да, и штатов, расскажите, как вам Пиория, что удалось вообще, видели ли вы что-то здесь, какие интересные факты вы видели, каких людей, понравилось ли вам? Мы бы промолчали, да? Да. И упустили этот момент. Давайте уж будем, да, откровенны. Люди здесь, скажем так, Как в каждом даунтауне. одна часть Пиории это бомжи и неблагополучные, это в котором мы живем сейчас, в котором мы находимся. Это вот только расцвет к хорошему. Тут стараются, вот это граница, То есть Мы как раз на границе. Да. То есть, если мы проедем 500 метров налево, люди уже в костюмах. люди уже в костюмах. Да. Люди уже имеют деньги даже. А вы с Пиорию так вообще, да, не Да, узнаете? Да. Действительно, Пиория очень такая миксованная, да, и тут Да. очень близко граничит, скажем так, Это благополучные вообще. районы с крайне неблагополучными. Когда тут 500 метров, здесь убивают, а здесь живут. Да, а здесь лечат. Не А знаю. из какого региона Калифорнии вы приехали? Сакраменто. Сакраменто. О, Да, Сакраменто. Сакраменто. Мы не видели, что людей убивали. в Сакраменто. А здесь вы видели? Нет, это шутка. Просто у нас соседи есть, и каждую ночь это А хороший мы дом. продаем дом. Не, соседи хорошие. Хорошие. Вот, например, электричество дали, женщина, то есть пришла говорить, что все документы на дом у меня есть, я дам. И она даже нам дала какие-то уже документы, уже ищет. То есть люди хорошие, но, например, через дом люди, например, немножечко громкие, музыка слушают, там, каждый день их по 15 людей. Вот. Но обрезаем. Вообще, в общем, район такой тип. Нормальный, то есть хороший дом. Я думаю, что если мы продадим ее, он вообще этот район должен поднять. Соседи у нас классные. Реально, заехали по-английски, не разговаривают. А на каком? Испанский, они мексы. Не мексы, а колумбийцы. Сейчас прямо как это... Да. С иммиграционным Хороший. Сейчас айс вот это же пошло. они легальные, все. Не, они легальные. Не надо изучать соседей. Они живут, платят. У них с документов на холодильник есть. Сказали, если есть на холодильник. Уже всё. Веду к тому, что мальчик ихний сам, скажем так, предложил нам свою помощь.
И помыл нам дом снаружи полностью. Ну, мы его, Да. естественно, мы ему дали по-соседски И деньги. больше даже, да. И Да. сколько стоит соседский мальчик для помойки дома? Разом с типсами $110. Да. Это он помыл. Ну, он полностью. два дня мыл, ну, скажем так, почти. Сколько мальчику лет? Вот он сидит. Ну, легально, все легально, да. Где-то ближе к 18, но не на Ну, 18. нет, на самом деле Да. это тоже нормально. Да. И соседи часто здесь, вот, где соседские дети предлагают убрать листья. Это Да, больше да, такая, да. ну понятно, что это не какой-то, больше как никакая не общение, эксплуатация труда, а это такое привыкание, приучивание детей к труду. Они могут Да. прийти и сказать, можно я у тебя уберу листья? Да, Ты да. за это что-то платишь, это... Телефон мальчика мы возьмем. Хорошо, это думаю, Телефон мальчика, да. Ну, толковый мальчик, да, скажем так. рассказы, общались. то есть такой Ну, он работяг. один из их семьи, кто знает английский. Может, из-за Да. того только он нам предложил помощь. Может, они тоже бы предложили, но... Ну, и это как бы тоже важно. Если вы один или двое, но вы видите, что есть работа, и соседи хорошие, можете Мелочная, да, да. заплатить кому-то. И вот просто даже помыть дом – это время, но кто-то может помочь, и это ускорит процесс за небольшие деньги. Это как бы тоже плюс к флиппингу такой. Но не всегда Все зависит от того, как вы оцениваете свое время. Да, Во сколько да. вы его оцениваете. Если вы его оцениваете в $20 в час, тогда нету смысла искать кого-то, что-то и куда-то. Да, работайте себе так помаленьку. Потихоньку. Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас вы будете ждать результатов, да, и обратной связи от вашего флиппинга, то есть покупки дома, продажи его. Насколько заинтересованы дальше? Планируете ли дальше флиппинг в Иллинойсе или в других местах, например, как вот Роман рассказывал? Скажу так, если он нам принесет нормальную прибыль, что мы будем видеть, что ну, Потенциал. это не должно быть так, как то, что мы занимаемся хендименством, да, и оно должно принести нам так же. Оно должно принести, если принесет больше, мы будем в этом заинтересованы, и мы будем покупать уже не один, а два дома, да. Ну, есть интерес к этому. А если оно принесет так себе, то я не знаю, Вы продолжите. есть ли смысл, да, этим нам заниматься. Потому что мы там имеем своих клиентов и так дальше, но мы хотели очень попробовать этот бизнес, войти в это. Есть интерес еще в том, чтобы просто так флипнуть дом, такой как этот, сделать все на совесть, и так как тут, и просто сдать на аренду. Ну, и надо отметить, что аренда здесь, вы узнали сколько? Да, крутая аренда здесь. Аренда, да. Дом отбьется, если с учетом всего этого, да? 1200, наверное. Да. Ну да. $1200 здесь стоит аренда. Это такая стандартная пиоревская Да, да. ставка для, как вы говорите, не самых продвинутых районов. Да. И это действительно Перу. То есть Да, это надо это признать. верно. И это, кстати, одна из стратегий, возможно, продажи этого дома вам. Сначала его сдать и продавать готовыми тянутыми арендаторами. Хотя в вашем случае, еще раз говорю, этот дом очень, конечно, сделан, скажем так, для конечного покупателя. Здесь самому хочется остаться, и он не совсем инвестиционный сделал и отдал под аренду. В нем есть, да, То есть, скажем такая так, атмосфера, можно скажем, домашняя. быстрее. Да, поэтому не знаю, что вы предпочтете. Это план С, скажу вам так. Ну, давайте То тогда есть Б. у нас есть все четко расписано, как он должен продаться. То есть мы не ехали сюда просто так, потому что Не было работы или да, что-то. нету работы, и мы просто Интерес. едем, и интересно попробовать. Мы расписали все попланово, как должен идти ремонт, какие сроки он должен иметь, ну, все расписали, от А до Я, кроме чувака. И вот, ну да, и план С, как я сказал, это заселить сюда людей и продать вместе с арендодателем. С арендатором. Ну, с арендатором. Ну, sorry. Да. Да. Да, это, в общем, распространенная стратегия, она действительно работает, потому что, конечно, люди тем самым знают, что этот дом точно жилой, да, и получать начинают деньги сразу. Ну, озвучите, за сколько вы хотите продать этот дом, вот ваши ожидания от него сейчас, и, возможно, кто-то, да, также заинтересуется с инвестором. Идеальная цена для этого дома, то есть учитывая ремонт, трудозатратность и все, да, то есть то, что мы хотим получить, это приблизительно 70 тысяч. Если кто-то готов такую сумму предложить,
Мы с радостью его... Мы что-то сегодня готово. закончим и сделаем для вас лучшим видео. Хорошо, делайте ваше предложение или предлагайте свою цену, ну, которую можно будет обсуждать. Ребята приехали из Украины, и для меня очень ценно, что у нас впервые интервью с украинцами, да, они говорят, причем сразу после россиянина, и как выяснилось, они нашли с ним общий язык, и даже Рома им в чем-то помогал. Это очень, мне кажется, ценно, да, и для меня, по крайней мере. И я хотела бы узнать у ребят, во-первых, какая там сейчас обстановка, потому что все-таки в последнее время в Украине творится жесть. И откуда вы вообще родом из Украины, расскажите, если у вас там сейчас остались ли там родственники, и что сейчас, на данный момент, 13 сентября, ну, плюс-минус, да, как действительно выглядит вот из первых уст ситуация там? Все плохо. Все, то есть как видео сразу уже. Скажем так, то есть ситуация как на войне, то есть война идет, люди наши как борются, то есть мы, почему Рома и мы с ним общаемся, просто мы в нем как обычный человек человечность. В первую очередь смотришь, общаешься с человеком, человечность, а потом ты, например, узнаешь, откуда он. Это не то, чтобы нас отталкивает, но мы стараемся вообще общаться с людьми, с хорошими, как бы, и мы стараемся притягивать к себе хороших людей, вот. И вот этого вся наша политика отталкивается, вот. В принципе, вот так. В Украине, откуда да. вы? Откуда вы? Мы Западные. Западные, да. Чернівці. Хмельницкий, Каменец-Подольский. Да, мы с разных городов. Да, с разных городов. Мы, кстати, познакомились с Женей на ферме в Англии вообще. Да. И потом мы там работали. Короче, так пошло, что мы начали где-то работать, пошли, и сейчас в Америке. Вот. Далее, наверное, Китай. Вот так. А что сейчас происходит? Ну, Западная Украина, насколько я понимаю, да, там ситуация более-менее спокойная. Но что вы слышите, что вы уже общаетесь с разными, чтобы очень хотелось от вас услышать? Что именно мы слышим в плане... Ну, что сейчас в Украине? То есть действительно летают. То есть то, что я слышала из жителей Киева, что там даже есть погибшие. То есть это действительно тяжелая, страшная идет сейчас атака, да, и она... Почему-то она, Каждый день прилетает, каждый день люди умирают. Просто невинные люди. Насколько сейчас есть усиление этого процесса, или оно такое же, как в общем? То есть есть ли какие-то изменения? Хуже, лучше? Оно держится какой-то такой строгости одной. То есть оно как бы зависло, ну не зависло, да, может зависло в такое как бы напряжение, что же будет дальше. Каждый день люди, которые живут, у нас там родня, то есть у Жени родня, у нас там родня. Мы очень хотим как бы и жить в Украине, и вообще жить с близкими, но сейчас такая ситуация, у нас была возможность, мы выехали, и сейчас реализуемся здесь и помогаем кому кто там. И получается, что там, то есть люди всегда в напряжении, там нету такое, скажем, спокойствия, потому что всегда что-то прилетает. Даже на западную часть всегда, как недавно в новостях было, даже в Польшу прилетело. То есть это как бы прилетело к нам, где-то возле нас еще, и вот так. То есть хочется больше мира, всегда есть напряжение, и всегда идет война. Вот такая вот ситуация, чтобы конкретно прям точки, что где, когда, как бы мы не знаем, но молимся, чтобы было все, в принципе, хорошо. Это самое главное. И мир, и спокойствие. Вот так. Еще раз повторю, что мне крайне симпатичны и эти молодые люди из Украины, и Роман из России. И дай Бог, чтобы таких людей я встречала больше и больше, и я буду искренне рада, пишите, звоните, с удовольствием пообщаюсь с вами и покажу это, потому что это молодые, трудоспособные, энергичные, с горящими глазами люди, которые на самом деле в любой стране находят себя, потому что они готовы трудиться, они готовы менять мир, они готовы делать что-то, флиппинговать, то есть делать из старья что-то новое и интересное. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии.
Я обязательно размещу какие-то ваши социальные сети, если у YouTube вас канал, есть. YouTube, Да, TikTok, чтобы вы могли продолжить еще, может быть, общение и наблюдение за деятельностью ребят. Спасибо большое. А теперь посмотрим, как выглядел дом до и после. Так, і всім привіт. Це наш будинок під фліп. Віталік там вже починає щось робити. Ми занесли, тільки приїхали і занесли ось інструмент. Показую будинок всередині, як він виглядає. Наш інструмент тут розклали. Ну, далі жахливіше. Тут підвал, там взагалі. Друга історія, пізніше покажу. От якось так дірки, немає підлоги. Ось така ванна. Підлога вся гуляє. Ця кімната така. Сходи виглядають і якось так. І на другому поверсі тут такий бардачок. З такими стінами. Ну все. Далі по ітогу. Этот дом мы покрасили буквально за пару часов. Сколько? Да. 3 часа. 3 часа максимум это нам помогли помыть, а мы покрасили, обклеили это все. И за 3 часа полностью обвесли первый раз. Еще должны вперед второй раз. Если будете красить дом, никогда не берите светлые цвета, потому что светлые цвета выделяют какие-то мелкие проблемы. Берите темные цвета, которые наоборот скрывают. Не очень темные, там черный, серый, но какие-то ближе к темному, потому что он скрывает много всяких недоделок. Вот. Гаттеры почистили, эти гнилые всякие возле гаттеров доски нужно менять обязательно, крышу фиксать и все это доделать, что-то плохое. Вот. Чувак, хітер.